Если вы думаете, стоит ли вам репатриироваться, вам не стоит репатриироваться. Если ты приехал с целью уехать или без цели жить, то ты тоже предатель. Нам такие не нужны, израильтяне, которые приехали здесь взять корзину и уехать. Израиль дорогой, безумно дорогой, несправедливо дорогой. Я считаю, что наше правительство работает очень плохо. Глобально Министерство абсорбции должно быть более дружелюбное. Оно должно быть для людей. А такое ощущение, что оно для людей, но тех, которые там работают. Вот такое создается впечатление со стороны. Многие вещи делаются для галочки. Я всегда в своих видео говорил: ребята, вы можете переехать куда вы хотите. Но самое страшное, что вы можете сделать, это переехав куда-то, сказав, что вы туда переехали, потому что вам сказал об этом Виталик. Розовые очки просто на все места мне одели. Я каждый раз захожу в магазин и понимаю просто насколько вообще цены выросли на все. Я вот даже был недавно, на прошлой неделе был с супругой в магазине, и мы просто ходили, смотрели на цены, они какие-то безумные, абсолютно. Всем привет, друзья! Рад представить вам новый выпуск формата интервью с экспертами и людьми, которые знают Израиль изнутри и могут честно рассказать о том, что волнует нас всех. Сегодня у меня в гостях Виталий Войтышин, блогер и автор канала «Израиль как он есть». Многие наверняка знают его как Виталика из Акко. Виталий – человек с активной гражданской позицией и глубоким пониманием процессов, происходящих в израильском обществе. В этом интервью мы поговорим о том, чем сегодня живет Израиль, о проблемах русскоязычного общества, о ценах, адаптации, безопасности и тех вопросах, которые особенно волнуют репатриантов. Виталий без розовых очков рассказал нам, что ему нравится, а главное, что не нравится в Израиле, и что, по его мнению, необходимо менять в лучшую сторону. Честно, открыто и по делу, так как оно есть на самом деле. Друзья, поддержите этот выпуск в комментариях. Напишите, как вам все еще новый 2 выпуска формат и кого вы бы хотели увидеть в следующих выпусках. Ваша обратная связь помогает развивать мне этот проект. Давай сначала познакомимся, расскажи, как тебя зовут, кто ты, откуда. Меня зовут Виталик, я родился и вырос в городе Одессе, и в 2013 году репатрировался в Израиль, в город Ако, где и живу вот последние уже почти 13 лет, скоро 14. Сколько тебе было тогда лет? Мне было тогда 23 года. 23 года, сейчас мне 35. Почему ты выбрал для жизни город Ако? Это получилось случайно абсолютно. Я в какой-то из дней, будучи еще в Одессе, не помню для чего, для каких целей, мне нужно было зайти в Одесский Сахнут. На Малой Арнаутской он находится. И я туда пришел, что-то поговорил буквально, передал или какую-то бумажку или что. И мне сказали: а вы не хотите послушать? У нас тут как раз есть гости из города Ако. Они рассказывают об этом городе. Не хотите послушать, там что-то для себя узнать? Я говорю: ну давайте попробуем. Меня буквально там через коридор провели, и сразу же началась эта встреча. Рассказывали про этот город, какой он вообще самый лучший, как вообще здесь все блестит, сверкает и так далее. Я это внимательно послушал, а потом, уходя, мне говорят: слушайте, а вот сейчас будет еще часть про морскую программу. Вы же одессит, с Одессы, вы любите море, наверное, может, мечтали стать моряком. Вот у нас есть уникальное предложение. У нас есть морская программа, которая вот в Ако, только в Ако она есть такая, в морском колледже для морских офицеров будущих торгового флота. Вот попробуйте послушать, и там будет маленький экзамен, сдать его, может быть, вы попадете на эту программу. Ну, я послушал, написал там какой-то тестик, отдал, и мне сказали, что очень сложно попасть на эту программу, что берут только тех, у кого есть морское образование какое-то и прочее. И через несколько месяцев мне позвонили и сказали, что там: Виталик, ты прошел на эту программу, можешь ехать в Ако и учиться на моряка. Вот, на механика. И я сказал: супер, здорово. Ну, то есть это был какой-то план, как будто бы какая-то расписанная дорога первоначальная. И все, так мы приехали в Ако, начали здесь жить. И так это все пошло. Чем ты занимался в первое время после репатриации? Какие были самые сложные моменты в начале пути? Первый год я работал в гостинице в Ако здесь.
Причем такая ирония судьбы, что в эту гостиницу отдел абсорбции города Ако селил, сейчас не знаю как, но селил репатриантов, которые приезжают согласованно в этот город, да, то есть заранее связавшись, репатриируются в этот город, как бы город выделяет средства, и ты заезжаешь в эту гостиницу на сутки или двое, ну, в зависимости от того, в какой день недели ты приезжаешь, там шаббат не выпадает или праздники, и тебе помогают за это время найти квартиру и так далее. Вот. И мы заехали в эту гостиницу, там пожили 2 ночи, кажется, и потом я в этой гостинице работал уже через несколько месяцев. Ну, то есть самым обычным разнорабочим, там уборка, ну, всякие там работы выполнял. Вот, это что касается, ну, ульпан, естественно, ульпан. Из-за этой работы я не смог закончить ульпан в той группе, в которой я начал. То есть я пошел на работу, хотя, как бы, наверное, я не сильно нуждался в деньгах в тот момент. Ну, скажем так, и корзина была хорошая, и цены были другие. И мы как-то, я думаю, я должен был больше быть сконцентрированным на иврите, но я этого не сделал. И пошел на эту работу. Расскажи, какие были сложности в начале пути? Сложности были в том, что я вообще не знал толком, куда я еду. Я не знал, что это за страна, я не знал Израиль, я его не понимал. Я был молодой, амбициозный. Из-за этого все было сложно. Поконкретнее, например. Поконкретнее. Ну, у нас 2 маленьких детей было. Мы приехали с сыном, которому 1,5 года, и дочка родилась у нас через 2,5 месяца, как мы репатриировались. То есть это 2 маленьких ребенка. Это тяжело. Это тяжело, неважно, репатриируешься ты или нет, это в любом месте тяжело. Мы молодые родители, как бы весь наш бытов, еще и помимо того, что дети, мы еще и переехали в другую страну, незнание языка, новая среда, новая культура, новые правила, обычаи, полностью вообще самостоятельная жизнь. Если в стране исхода в Одессе, в Украине мы могли рассчитывать там на родственников, на пап, мам, бабушек, дедушек, на какие-то что-то, да, то здесь ты сам, абсолютно сам, 23 года, 2 детей, максимальный уровень ответственности. И все из-за этого было сложно. Было сложно планировать бюджет, было сложно работать. Я никогда столько не работал в стране исхода до того момента, да, как начал работать в Израиле. Ну, то есть я никогда не думал, что я пойду просто разнорабочим каким-то обычным, мешки менять мусорные или подметать среди столов отдыхающих в гостинице. Я не думал, что я это буду делать, но я это делал, потому что, ну, как бы вот эта ответственность и в целом неопределенность, ты не можешь еще в новой стране быть уверенным абсолютно, да, как ты будешь, что будет завтра, вот. Так, для справки, чем ты занимался в стране исхода до репутации? В стране исхода я работал в продажах, то есть в рознице, в магазине, в отделах продаж, и занимался последние 1,5 года, даже почти 2, я занимался тем, что мне 2 человека доверили свой бизнес. Это бизнес в сфере развлечений. У нас был один из самых лучших в Одессе клубов. Тогда это был PlayStation 3 клубы. Это такие не просто, да, зал, где телевизоры стоят 1 к 1 и люди играют. Это было такое заведение с отдельными комнатами, очень красиво сделанными, стилистически. И это был отдых в основном для людей среднего возраста и людей состоятельных. То есть люди приезжали там с дискотек, перед дискотеками, просто ребята приезжали, ну, взрослые, на машинах дорогих, которые не могут себе дома позволить устроить там, да, батлы на рок-бенд, да, когда на гитарах, на барабанах там лупашат, не могут вчетвером собраться, там, фифу поиграть условно или в какие-то гоночки, потому что там жена против или дети спят. И эти люди приходили к нам, у них были отдельные комнаты, где они могли уединиться с классными, громадными на то время, очень дорогими телевизорами. И это был такой вот бизнес, которым я занимался, который я развивал. И, конечно, он мне был по кайфу максимально. Я не утруждался там и в заработке денег, и, в принципе, физически это был такой чил. А потом я как бы оказался в Израиле.
И вот не было какого-то переломного момента, может быть, тебе хотелось вернуться или... Конечно, естественно, конечно, хотелось. Конечно, ну как скажем, может не прямо это назвать вернуться, но ностальгия первый год у меня была просто удушающая. Ну, то есть абсолютно удушающая, потому что за первый год я успел поработать уже и в гостинице, и уйти с этой морской программы, потому что, ну, по деньгам она была нереалистична для моей семьи абсолютно. Потому что там после Ульпана тебе предлагали буквально там 2000 стипендию и 2000 еще к летате платила как бы часть пособия. То есть выходило там 4 с копейками на семью с двумя маленькими детьми, и квартира у нас стоила на тот период очень дорого. 2400 для Ако, там 13 лет назад это было колоссальные деньги. Поэтому я потом еще оказался на стройке в этот же первый год и работал на стройке очень тяжело. Поэтому, конечно, у меня были дилеммы, особенно, ну, там, когда ты видишь, что там жизнь идет, она как бы не меняется. Там, те же мои друзья, знакомые, которые жили там, у них как бы все в жизни идет таким же чередом. Мгм. Расскажи, чем тебя зацепил Израиль, в какой момент это произошло? За что ты его полюбил? Ну, так сложно сказать, но, наверное, тогда, когда я полетел после первого года обратно в Украину, в Одессу, на несколько дней, там, на неделю, и посмотрел, вот это очень важный такой момент, пункт такой, что когда ты возвращаешься в то место, уезжаешь с того места, где ты жил всю жизнь, оно тебе изначально кажется идеализированным, ну, таким вот каким-то сладким. А когда ты туда возвращаешься спустя год, и уже с пониманием, что ты там не живешь, что ты туда возвращаешься как турист, как гость, то ты смотришь другими глазами, ты сравниваешь другие вещи, ты обращаешь внимание на другие вещи. И, наверное, вот после этого первого визита, когда я вернулся в Израиль, я так что-то думал, да, Израиль крутая страна, красивая, развитая, и тут как бы зависит от меня, да, что я хочу сделать в этой стране для себя, для своей жизни, для семьи, для окружающих, и понял, что тут ответственность больше на мне. А когда я полюбил Израиль, ну это такая была постепенная любовь, то, наверное, так уже осознанно полюбил, наверное, лет через 5-6. Вот так, чтобы сказать, что да, я люблю Израиль, потому что все-таки для меня сильно была еще важна Украина. Я даже говорил это в своих видео, что я на протяжении первых лет вообще, даже не просто 2, наверное, 3-4 лет, я вообще не интересовался внутриизраильской повесткой. То есть я полностью жил в информационном поле Украины. У меня все мои сайты, все мои там телеграмма тогда не было еще, ну, в общем, контакты и прочее, это все было исключительно сконцентрировано на то информационное поле. И это, ну, как я уже понимаю, впоследствии это сильно мне мешало здесь строить свою жизнь нормально, правильно. То есть я как будто бы держал какие-то мосты такие ментальные с той страной, с той культурой, смотрел об этом и YouTube, и все, и это было вредно. Ну так, уже оглядываясь назад, ничего нельзя поменять, но можно констатировать, что это было вредно. Мгм. Что тебе лично не нравится в израильской жизни? Какие-то моменты расскажи. Мне не нравится конкретно сейчас радикализм в обществе. Мне не нравится то, что люди из-за каких-то моментов готовы судить целое общество. Мне не нравится то, что очень сильно общество разделено. И это мне больше всего не нравится. Мне не нравится, что у нас страна, которая испытывает очень сложный период, исторически важный очень для будущего, в том числе моих детей, она находится выше из точки своего разделения внутри людей. Я имею в виду всех израильтян в целом, и евреев, и арабов, и светских, ну, в общем, всех жителей Израиля, у кого есть израильский паспорт. Мне это больше всего не нравится. Мне не нравится, что если харидим перекрывают улицу или бастуют, то работает стигма, что все харидим плохие. Я с этим не согласен. Мне не нравится, когда поймали какого-то, там, условно говоря,
или еще что-то, какого-то, в общем, плохого человека поймали там арабской национальности, и все арабы плохие. Какого-то там, я помню, полгода назад, если ты помнишь, было, что там каких-то русскоязычных израильтян поймали, что якобы они там шпионят на Иран. Все русскоязычные израильтяне. То есть вот это такое мне не нравится в обществе. Так не должно быть. И, к сожалению, политики на этом спекулируют, строят свой политический капитал. И это мне больше всего не нравится. Я считаю, это преступление против страны, против будущего страны. И я это не поддерживаю. Я стараюсь вот как раз своими постами, тем, что я делаю, как раз пытаться людей обратить внимание на то, что не нужно судить по какому-то одному эпизоду о целой группе людей. Это ошибка, по моему мнению. Угу. Почему ты решил открыть свой канал и какая была цель изначально? Цель была саморазвитие. Я был одинок. У меня не было здесь друзей, компании, которая, скажем так, той компании, в которой бы я чувствовал себя хорошо, постоянной компании, где я бы мог общаться нормально, давать как бы своим каким-то талантам волю, применение в общении с людьми, в построении отношений с людьми. Поэтому я для саморазвития в первую очередь, для того, чтобы не забыть, как говорить, как на камеру общаться, как вообще свои мысли как-то формулировать, да, я начал записывать этот блог. И в целом у меня уже складывались какие-то там после 2-го года какие-то понимания об Израиле. Они были наивные, они были где-то правильные, где-то неправильные. Мне хотелось этим делиться. Мне казалось, что вот это была эпоха блогов таких, и мне хотелось быть в этом задействованным, поэтому я вот так вот решил себя на этом поприще попробовать. И во что это переросло со временем? Наверное, в работу мою в мэрии, но это так не планировалось изначально. То есть изначально это был блог, который я вел уже к тому времени 4 года где-то, и вел его с попеременным успехом, то начинал, то бросал, то опять возвращался к нему. И поэтому не было каких-то целей на него глобально. Я не верил, может быть, в него, в себя не верил, поэтому я не прикладывал много сил. Но потом в какой-то момент ко мне приехал мой друг с Одессы, и как-то он меня вдохновил на то, чтобы вернуться к блогу, рассказывать, снимать. И я начал это делать, и в конечном итоге так это все переросло, там мой городской какой-то активизм. В частности, я узнал, что есть такая вакансия в отделе абсорбции города Ако, подал документы туда. В это время я работал на заводе, продолжал работать в 2 смены. То есть я года 4-5, где-то 4 года минимум я проработал в 2 смены на разных заводах, это на CNC. И я подал, пришел, меня спросили то-то-то, я поотвечал. К тому моменту у меня уже блог начал чуть-чуть расти, ко мне начали обращаться потенциальные репатрианты с вопросами об АКО, в целом, о помощи им. И мне кажется, это стало таким элементом важным того, что в городском управлении понимали, что это хорошие скиллы, что это важно, такая работа. И поэтому меня в том числе, наверное, одобрили. Я прошел вот этот конкурс. Потому что со мной не было еще блогеров, да, которые со мной тоже проходили этот конкурс. А мне кажется, этот фактор очень важную роль сыграл в том числе. Расскажи, чем ты там занимался? Я занимался всем и ничем одновременно. Чем я занимался? Я занимался в первую очередь изначально, я видел себя как амбассадора АКО, как человека, который рассказывает об этом городе и привлекает сюда людей. То есть глобально это была основа моей работы с первого дня до последнего. И то количество людей, которые приехало в АКО благодаря моим видео, его сложно даже посчитать. То есть до сих пор я уже год не работаю, до сих пор люди приезжают в АКО, в том числе основываясь на том, что они видели в моих блогах об этом городе. А глобально, если так практически, то в разные периоды разным, это сопровождение семей, оформление первичного набора документов, поиск жилья первичного, всякие решения бытовых вопросов, конфликтных ситуаций, дети, школы, садики. В общем, сотрудник отдела абсорбции города Ако, я не в данном случае конкретно про себя говорю, а в целом про такую должность. Это человек, который, он все делает. В разные периоды времени мы разные предпринимали виды деятельности, скажем, там, в период пандемии это было одно, в период войны, начала войны в Украине
и мобилизация, и экстренная репатриация — это другое. То есть каждое время требовало новых решений, новых подходов. Я рад, что я пригодился в это время и смог свои знания, умения применить и помочь городу и людям, которые сюда приезжали. То есть это вот так, если отвечать на твой вопрос. А почему ты ушел оттуда? Это очень сложный вопрос. Я не могу на него ответить полностью честно, по ряду причин, скажем так. Но ушел, потому что в целом перегорел. За 5 лет там, работа с людьми, я очень сильно выгорел. И любой человек, который там работает, какой-то период он выгорает. То есть несколько раз он выгорает, потом заново как-то продолжает работать, опять выгорает. И вот этот круг, который идет, очень сложно работать, ответственность, люди. Это одна причина. Вторая причина, она связана в частности с выборами, которые прошли мэра АКО. Не хочу делиться всеми деталями, но в общем, я понимал, что я устал именно от этой работы в абсорбции. Я хотел делать что-то другое для города, делать медиа-контент. Я хотел продвигать визуальную составляющую нашего города для тех людей, которые здесь еще живут, и живут здесь, в Ако, да, и тех, которые будут жить. То есть это такое переосмысление вообще работы своей. Мы встретились с мэром, поговорили, мне пообещали, что я буду в этой работе, да, я буду этим заниматься, это важная работа, это нужная работа, это то, что необходимо городу. Вот, и прошло сколько с того времени? Прошло 4 месяца почти, а все это осталось так, как и было. То есть, за редким исключением ничего не менялось, ничего не изменилось. И я от этого устал, я не хотел просто прожигать свое время, я выгорел. У меня было предложение по работе другое, где меня ждали, где я думал, что я смогу себя реализовать, какой-то новый этап в жизни, и вот так мы решили разойтись, и мы разошлись. Скажи, достаточно ли делать государству для успешной интеграции русскоязычных репатриантов? И да, и нет. Почему да? Потому что действительно существует множество государственных работников, служб, общественных организаций, сайтов, ресурсов, всяких ярмарок, да, то, что проводится для репатриантов по миру. То есть это есть, этим можно пользоваться. Вопрос в том, что, вероятно, уже время очень сильно меняется, очень быстро меняется то, как люди воспринимают информацию, работают с информацией, как они пользуются информацией. И, скажем так, то, что я сказал, да, государство имеет структуры, ресурсы, все, но они, наверное, на сегодняшний день не соответствуют времени. Что, по-твоему, можно было бы улучшить? Да, мне кажется, в целом я бы кабинет Министерства абсорбции сделал бы его более дружелюбным. Особенно, когда люди туда приходят физически, чтобы как-то изменить концепцию принятия людей. Мне кажется, это то, что репатрианты видят в первые свои дни, месяцы. Они там оформляют корзину, да, там всякие штуки такие. И в целом в этом месте, я думаю, может быть и должно быть больше эмпатии, должно быть больше дружелюбия, должны быть подготовлены нормальные, хорошие ресурсы, удобные, там, диджитал, вся составляющая, на понятном современном языке, в правильной подаче. Почему я говорю именно про Министерство абсорбции, как государственный орган? Потому что он существует по всей стране. Я не говорю про отделы абсорбции, потому что это выбор города, да, развивать ли это направление в своем городе. То есть это индивидуальная часть, а министерство это общая часть. Поэтому я больше говорю про общую. Потому что на местном, локальном уровне как раз таки отделы абсорбции, они опережают, хорошие отделы абсорбции, они опережают министерство в том, как искать подход к людям, как им помогать с интеграцией и с тем, чтобы чувствовать себя здесь хорошо. Опять-таки, разные города, разные примеры, есть негативные, есть положительные, есть тоже отделы абсорбции, которые работают слишком старомодно, и это тоже надо менять. Но глобально Министерство абсорбции должно быть более дружелюбное, оно должно быть для людей. А такое ощущение, что оно для людей, но тех, которые там работают. Вот такое создается впечатление со стороны. У меня это было с первого дня моего приезда в Израиль.
когда я приехал и начал ходить в Министерство абсорбции. И потом сотни раз, когда я был там с репатриантами, я вижу вот эту дистанцию, которую работник министерства держит с этими людьми. А мне кажется, эту дистанцию нужно сокращать, и сокращать ее разными методами, обустройством этих офисов, то, как эта вся информация поддается, те виды брошюр, ну, чтобы ты понимал, я думаю, ты это сам видел. Когда я приехал 13 лет назад, на столах в Министерстве абсорбции были те же самые брошюры, ну там плюс-минус, они также выглядели, может там отличалась какая-то информация, как и те, когда я там, ну, когда я работал в отделе и приводил туда людей. То есть, да, эти брошюры есть, ими можно пользоваться, выделяются бюджеты для того, чтобы эти брошюры печатать, но соответствуют ли эти брошюры сегодняшнему времени? На мой взгляд, нет. Поэтому и да, и нет. То есть бюджеты, их можно было бы пустить на то, чтобы сделать организацию более дружелюбной, и мне кажется, это было бы правильно. Ну, типа, можно было бы приложение выпустить мобильное. Оно есть вроде бы, оно есть, даже его тратили какие-то безумные деньги на рекламу в Инстаграме, просто уродскую, позорную, на которую, наверное, спустили миллионы шекелей. Я видел эту рекламу, ее крутили там, кидала мне в предложку, там буквально, ну, видно, что была цель потратить бюджет, потому что ее покрутили 2 месяца, и все. Значит, ну, какой вывод? Что многие вещи делаются для галочки. Мы сделали приложение, не знаю, насколько там это приложение ругали, там я читал во всяких телеграм-каналах, что оно вообще там какие-то функции не работают и прочее. Но сам факт того, что реклама шла там месяц или 2, говорит о том, что была галочка, да, нужно сделать рекламу приложения. Ее сделали, все, реклама пропала. Логика какая? Значит, что приложение не нужно больше репатриантам, не нужно людям. Ну, вот такие вещи для галочки, это в целом специфика не только вопроса репатриации, интеграции, а в целом, мне кажется, любой бюрократической такой системы. А в Израиле бюрократия достаточно сильно развита. Ну, возможно, это нет контроля какого-то и человеческий фактор. Мне кажется, наоборот, слишком много контроля и человеческий фактор. Нету творчества в этой работе, все нужно согласовывать. Все нужно. Я даже вот со своей начальницей, когда в мэрии работал, она говорит, что там, чтобы какую-то поставить урну где-то в городе, да, скажем так, ну, банально, урну там, я не знаю, качели установить, нужно согласовать миллион там всяких, пройти комиссий, совещаний, подписей собрать и так далее. То есть, с одной стороны, понятно, что это все работает на, как бы должно работать на безопасность конечного потребителя, нас с тобой. Но с другой стороны, здесь нужно искать баланс между тем, где эта система мешает дать человеку хорошую услугу и сделать человекоцентричную услугу в целом. Или когда услуга существует только потому, что она должна существовать, у нее есть бюджет, у нее есть ответственный, и это в целом вот такая система в Израиле, это к вопросу, что мне тоже не нравится. Вот это мне не нравится. Расскажи про свои сложности с финансами, как ты зашел в долги и как дошел до процедуры банкротства. Да, это важная тема. Во-первых, самое простое, с чего начинаются любые долги в Израиле, это свободная кредитная система здесь. Здесь очень можно легко взять кредит. Буквально не выходя из дома, можно нажать 2 кнопки на приложении, и все, и у тебя деньги на счету. Так, бери сейчас, отдавай потом. Это раз. И, естественно, у нас были некоторые потребительские кредиты, разные ситуации бытовые, они требовали финансовых, скажем так, вливаний в семью. И эти суммы скапливались, аккумулировались и отягощали финансовую платежеспособность по этим счетам. Потом у меня появилась машина. Эта машина очень сильно ломалась, я попал на ней в аварию, и ее пришлось продать. И мне попалось объявление в Ришон Леционе, что можно взять машину в рассрочку. Я туда поехал, поговорил, мне все объяснили, одели мне много лапши на уши. Розовые очки. Да, розовые очки просто на все места мне одели. Я все подписал, естественно, так делать нельзя, не повторяйте. Извиняюсь, это была стоянка, типа Миграж? Ну, Миграж, да, Миграж, да, это была не новая машина, и я все подписал, довольный, уехал на этой машине домой.
Вот. И через несколько месяцев начали сниматься суммы, которые я вообще был в шоке, я не понимал, откуда эти суммы берутся. А потом взял этот договор, взял все вот эти суммы, дал их адвокату одному посмотреть. И адвокат просто сказал, что когда эта женщина была, что когда она читала это, у нее просто волосы шевелились на всех местах, что такие документы подписывать нельзя. Можешь как-то поконкретнее, поподробнее? В чем была ошибка? Ошибка была в суммах на списание, то есть там было ненормированное списание средств, то есть не фиксированные суммы в месяц. То есть там были пункты о том, что Миграж может снимать суммы, фиксировать конечную сумму платежа в месяц по своему усмотрению. То есть это главные такие моменты. И должно было сниматься где-то около 2-2,5 тысячи, а снималось по 4, по 4,5. И, естественно, из-за этого посыпались все платежи остальные, все остальные наши суды, которые были, все платежи, квартиры, коммуналка, интернет, телефон, в общем, все платежи посыпались. Не было варианта как-то разорвать договор, вернуть машину? Был, я все это пробовал, но понятно, что договор составлен таким образом, что машина тебе не принадлежит, тебе нужно выплатить полностью за машину средства, и тогда ты можешь машину переоформить на себя и продать. То есть к тому моменту машина у меня уже была полгода, больше. Она, ты сам понимаешь, что когда ты отъезжаешь от Миграша, машина уже подешевела. То есть, когда у нее появился новый владелец, машина уже подешевела. Вот. Я пытался ее продать, я пытался, искал. Мне не предлагали деньги, да, которые бы мне позволили бы закрыть долг по машине и как бы избавиться от нее таким образом. Разорвать никак нельзя было. Банки не шли ни на какие уступки. И в конечном итоге стал просто коллапс. То есть, да, заблокировались счета, там я уже не говорю про выезд за границу, естественно. И все вот это черный период в моей жизни, в целом самый черный, самый тяжелый, когда реально дышать было тяжело. Ты можешь рассказать поподробнее, как долго это происходило? То есть, сколько месяцев прошло? Но это заняло несколько лет. Вот от момента блокировки счетов, насколько, попало дело в Цартополь, я так понимаю. Да, естественно, да. И насколько быстро стала увеличиваться сумма долга? Я не знаю, насколько быстро начала увеличиваться сумма долга. Я сумму долга узнал только через полтора, чуть больше даже, почти через 2 года, когда уже мы были на суде по поводу банкротства. Когда был уже суд, когда нам решали... То есть изначально я подсчитывал свои долги все, да, вместе с машиной. Это было где-то 160 тысяч. 170 тысяч. Это 100 тысяч машина, и там 60, это все я так очень грубо все как бы округлил. Да, там все возможные какие-то вещи, это вот где-то было 150-160 тысяч. Когда мы пришли через 2 года на суд, это уже после того, как уже нам разблокировали счет, когда началась процедура банкротства, она длится, подготовительная процедура длится год. То есть ты берешь адвоката, все эти должники, они от тебя отстают, то есть они получают ЦАФ такой, да, что ты начинаешь процедуру банкротства, все. Это первый момент, когда ты выдыхаешь, тебе перестают звонить, писать, что-то требовать, все, тебя как бы оставляют в покое. Это вообще очень важный момент. А это стоит денег, я так понимаю? В нашем случае нам повезло, нам просто чудо Бог сделал для нас. Мы получили бесплатного адвоката. В Сюрмишпати, служба государственных адвокатов. Нам 2 раза отказали, а потом нам все-таки дали бесплатного адвоката. Причем того адвоката, которого мы хотели брать за деньги. То есть это двойное чудо. И все, он начал этим заниматься. Мы начали сдавать отчеты. Там раз в 2 месяца ты сдаешь отчеты, чеки, все. Платишь фиксированную сумму. Это было 1,5 где-то тысячи шекелей мы платили каждый месяц, год.
И вот за этот год у тебя идет, это была еще пандемия, вот у тебя идет подготовка к суду, и ты приходишь на суд, и суд тебе говорит, так, у тебя там долг такой-то, мы тебе оставляем столько-то. И все. То есть мы пришли на суд, это было... В каком году это было? Это было... То есть Ацатополь, как бы, ты посчитал 160 тысяч у тебя было долго, а Ацатополь тебе увеличила его? Да, это было почти там 480 или, ну, там что-то такое. Какую-то такую сумму я услышал. Вот, это было, да. И нам оставили, получается, вместе с супругой нам оставили 90 тысяч. Получается, 40 тысяч оставили супруге и 50 мне. И на 3,5 года, получается, нужно было это платить. То есть где-то вот только сейчас я должен был это все выплатить. То есть ты сейчас уже, получается, вышел из этого? Я вышел давно из этого, я вышел в 22 году, в конце 22 года. То есть в апреле 22 года нам назначили сумму, это вот эти 90 тысяч, и в конце этого года, 22-го, я уже все выплатил, и в 23-м году, получается, уже мог выезжать за границу, да. А как ты так быстро смог выплатить? Повезло мне, слава богу, повезло. Люди нашлись, которые мне помогли в этом, и я им очень сильно благодарен. Ну, то есть, как бы, вообще, для понимания, можно наличными выплатить или нужно найти, типа, чтобы кто-то перевел деньги? Не, наличными ничего нельзя в Израиле выплатить уже давным-давно. Уже как бы все это перекрыто, все эти возможности. Просто ты собираешь деньги у себя на счету, ты должен объяснить, откуда эти деньги. То есть ты не можешь просто, да, положить на счет энную сумму и сказать, я хочу закрыть долг и все. То есть так не работает. Чтобы закрыть раньше долги, тебе опять нужно взять адвоката. Это отдельная процедура. Ты берешь адвоката. Адвокат подает запрос, что вот такой-то, такой-то хочет закрыть преждевременно долги. Чем хороша эта процедура и какие есть подводные камни? Я бы, честно говоря, не сильно хотел много об этом говорить. У меня есть 2 видео на канале, где я это все рассказываю. Просто всю вот эту методичку сейчас поднимать я не вижу смысла, потому что, во-первых, постоянно это законодательство меняется, меняются условия, поэтому именно с точки зрения практики сложно что-то сейчас новое сказать. Единственное, что скажу, что да, многие люди в Израиле живут в долгах, и ко мне практически постоянно пишут в личные сообщения на разных платформах люди, которые просят подсказать им что-то по этому вопросу, но ничего больше, чем я сказал в своих видео, мне сказать нечего. Что да, нужно, во-первых, признаться, что ты должник, нужно поделиться этой информацией с семьей. Очень часто мужья особенно эту информацию скрывают, до последнего тянут, это очень сильно вредит, они боятся. И это все усугубляет. И чем раньше вы начнете работать с адвокатом, в данном случае не только по процедуре банкротства, есть ситуации, когда людям удается договориться с кредиторами о том, чтобы как-то, да, провести реструктуризацию долга, вот, и это тоже бывает, но нужно этот процесс начинать. Пока ты его не начнешь, ты будешь вот это заходить все глубже и глубже в проблемы, и тем дороже будет из них выходить. Друзья, если вам близко то, что я делаю, и вы хотите поддержать мой канал, у вас есть несколько способов это сделать. Первое – это стать спонсором этого канала. Это не только знак того, что мой труд действительно вам важен, но и реальная помощь в том, чтобы я мог развивать канал и делать контент еще более качественным. Кроме того, у спонсоров есть ранний доступ к новым публикациям, а совсем скоро появится и эксклюзивный контент, доступный только для них. Второе – это одноразовый донат через кнопку с сердечком «Супер спасибо». Она находится под каждым видео. Такой донат видят другие зрители, и часто это вдохновляет их также поддержать канал. Третий способ – это прямая благодарность через систему PayPal. Я добавил для вас отдельную ссылку на мой PayPal в описании под каждым видео, чтобы упростить этот процесс. Любая ваша поддержка для меня очень ценна. Она помогает мне двигаться дальше, развивать канал, улучшать качество контента и создавать то, что для вас интересно. Спасибо, что вы рядом.
Почему в твоих роликах ты не обозреваешь реальные проблемы, сложности, с которыми сталкиваются репатрианты на своем пути? Например, недоступность недвижимости в Израиле. И как я не обозреваю сложности, если я единственный блогер, наверное, израильский, который вообще рассказал о своем личном банкротстве и о том, какие это проблемы лично у меня вызвало. И что я был без денег, без возможности платить за квартиру, без возможности выезжать за границу. Раз. По поводу квартиры. Я не согласен, что есть какие-то проблемы с этим. Я согласен с тем, что это дорого. И с этим я согласен. Но купить квартиру не так сложно. Просто люди что подразумевают купить квартиру? Что у них будет в тумбочке деньги, которые они достанут, выложат, и все, квартира их. Или дом их. Потому что есть такая ментальность у нас, кто приехал со страны исхода, что ты живешь в квартире, в каком-то имуществе, которое принадлежит тебе, потому что оно принадлежало твоим родителям, твоим бабушкам, дедушкам. И когда ты что-то покупаешь, ты как бы одно продаешь, другое покупаешь, часто за те же деньги или, допустим, чуть-чуть докладывая. А здесь нужно все это с нуля сделать. Поэтому у людей такое отторжение, типа, как это я должен заработать на первый взнос, как это я должен платить 15-20 лет за машканту. Ну да, так все платят. Это же не только про русскоязычных репатриантов речь. Это про всех израильтян и про местных, и про тех, кто здесь родился, и кто русского языка не знает. Поэтому я не вижу в этом проблемы. А что касается сложности жизни, то так как я об этом говорю, на своем личном примере, так никто не говорит. Но местным как-то полегче, у них там родители им помогают. Ну, ты думаешь, всем местным полегче? Я думаю, что не всем местным полегче. Я знаю, что вот с кем не общаюсь, все платят машканты по 15, по 20 лет. А почему, собственно, тем, кто здесь живет во втором-третьем поколении, им не должно быть полегче? Это нас как бы не должно никак волновать, и перед нами никакие дополнительные вопросы не должно ставить. У нас как бы своя реальность. Вот мы приехали в эту страну вот в таком положении финансовом. Кто-то может себе позволить что-то продать, сделать первый взнос, кто-то не может. Кто в этом виноват? Я не думаю, что в этом виноват Израиль и что это проблема Израиля. Давай вот по темам, которые я выписал. Ежегодное подорожание всего, в том числе налогов, и слабая индексация реальных зарплат. Я с этим согласен. Я об этом пишу в Инстаграме. Я пишу в Телеграме об этом. И я недавно писал пост о сумасшедшем подорожании, о том, что я каждый раз захожу в магазин и понимаю просто, насколько вообще цены выросли на все. Я вот даже был недавно, прошлой неделе был с супругой в магазине, и мы просто ходили, смотрели на цены, они какие-то безумные, абсолютно. Я в целом, у меня нет контента на канале, на YouTube, где я бы обозревал продуктовую корзину. В целом, это не мой формат, я вообще даже где-то зарекся в какой-то момент, что я не буду ходить по суперу и проверять ценники. То есть я в целом не хотел делать такой контент. Это не то, что я его делал когда-то и сейчас перестал. То есть я могу, если делаю какой-то блог, зайти в какой-то магазин и что-то прокомментировать по поводу цен. Но это не мой формат, я никогда цены не сравнивал. А критиковать цены я критиковал. Жизнь безумно дорогая, я постоянно об этом говорю. Я говорю о том, что в Нью-Йорке дешевле на Таймс-сквер покушать пиццу, чем в Аку. Я об этом и писал, и говорил, и видео, и это парадокс для меня. В плане слабой индексации зарплат. Зарплаты, давай так скажем, зарплаты выросли. Не так, как цены, но зарплаты выросли. Вообще, это очень индивидуальная такая история, на мой взгляд. Человек работает за те деньги, на которые он согласен работать. Тут ничего личного, это так и есть. Кто-то считает, что он идет работать за минимум, он согласен на этот минимум, он идет работать. Я работал в трудоустройстве почти 8 месяцев. Я предлагал работы с минимальной ставкой людям. И мне люди говорили, я за такие деньги работать не пойду. Я говорю, вы молодец, я вам желаю удачи. Я вам, к сожалению, предложить другого не могу. Если вы найдете себе работу такую с той ставкой, которую вы для себя считаете правильной, вы молодец.
Я знаю, что люди находят, я знаю, что люди говорят, я не пойду. Или я пойду там на какой-то период, и потом пойду на работу, где я буду получать столько, сколько я хочу. А в целом, ну, Израиль дает возможности зарабатывать. Вот да, Израиль дорогой, безумно дорогой, несправедливо дорогой. То есть я не ставлю эти вопросы в один ряд, понимаешь? Я их не объединяю. То есть мне кажется, что тут нужно быть справедливым. Обоснованно ли мы считаем, что цены в Израиле завышены на продукты питания, на услуги, на квартиры и так далее, на сервис? Да, обоснованно. Может ли человек здесь зарабатывать много? Больше среднего? Тоже да, может зарабатывать. Есть ли у страны система поддержки людей малообеспеченных? Я говорю в первую очередь о людей пожилых. Я считаю, в большей степени да. Социальная поддержка людей, которые здесь находятся в предпенсионном или пенсионном возрасте, пособие по возрасту, оно понятно, ты не можешь себе позволить жизнь в центре Тель-Авива. Но это было бы глупо, если бы ты мог, если бы государство каждому человеку могло бы позволить жить в центре Тель-Авива, да, на пособие. Но в целом тут нужно быть справедливым. Где-то дорого, плохо, надо говорить, я об этом говорю. Где-то наша страна дает возможности, и эти возможности есть у большинства людей. Опять-таки, мы не будем тут сейчас индивидуальные какие-то примеры проводить, там, а у кого-то здоровье не позволяет, а кому-то то, все, пятое, десятое. Это вообще в целом все вопросы индивидуальные. Но если мы их так обобщаем, то одно от другого не сильно зависит. Вот так я отвечу. А чем, по-твоему, обоснованы постоянный рост цен? Но чем обоснованы работой нашего правительства? Я считаю, в первую очередь. Я считаю, что наше правительство работает очень плохо. Наше правительство не занимается экономикой, а занимается поляризацией общества, войнами и тем, чтобы на этом строить свой политический капитал. И на формуле «разделяй, властвуй» это с времен Римской империи или даже Греческой империи ничего не поменялось. Нужно людей разделить, заставить их друг друга не сильно, скажем так, любить. Нужно создать культы определенные личности в обществе, которые будут людей объединять и разделять. А что с экономикой, с монополиями в экономике, это мало кого интересует, к сожалению. Я очень надеюсь, что мы находимся в точке, когда ниже опускаться некуда, и правительство, которое будет следующее, неважно, кто его будет возглавлять, оно займется экономикой. У Израиля есть потенциал экономический, у Израиля есть все для того, чтобы люди здесь в плане экономики жили гораздо лучше. И я надеюсь, что это произойдет, мы это еще с тобой застанем. Не думаешь ли ты, что идеализируя жизнь в Израиле, ты создаешь неполное представление о реальной жизни в нашей стране для новых репатриантов? Например, рассказывая, как хорошо жить в Акро, ты не углубляешься в сложности жизни на периферии, низкий уровень зарплаты и доступность работы. Нет, я так не думаю. Я так не думаю, потому что, знаешь, мы же не в Советском Союзе живем. У нас же не только первый канал один, да, первая кнопка. Я один из сотни блогеров, которые есть в YouTube. Есть огромное количество блогеров, которые хейтят, поносят Израиль, клянут его вообще максимально, и этих людей смотрят, и пожалуйста. Я рассказываю о своем позитивном взгляде на жизнь в Израиле, на жизнь в Аку в частности. Это мой взгляд. Где мне что не нравится, где мне что конкретно меня, как Виталика, да, то есть я же, это авторский блог, канал, это мое видение, не твое, не чье-то, мое. То, что я говорю, значит, я в тот момент так считаю нужным. Значит, я так чувствую, я так вижу, я так понимаю, я этим делюсь. Я не претендую на истину в последней инстанции, я это всегда говорю. Я говорю, вы можете пойти, посмотреть на другой канал, сравнить, послушать. Есть люди, которые приезжают и говорят, вот, мы смотрели твое видео, здесь не все так радужно, здесь плохо. Такие люди есть, конечно. А почему бы им не быть? Это было бы странно, чтобы их не было. А есть люди, которые
которые смотрят и потом говорят: Виталик, спасибо, что ты вообще делал это, мы нашли там, мы вообще в целом, мне даже люди писали много, которые даже не в Аку переехали, а в целом в Израиль, что благодаря твоим видео мы решились на этот шаг. Мы очень тебе благодарны. Мы благодарны, есть люди, которые очень, и много таких, которые говорят: мы благодарны, что мы нашли свою жизнь в Аку. Кто-то здесь уже купил квартиру, у кого-то на моих глазах уже выросли дети, пошли там в армию. То есть, почему я должен стесняться того, что я делаю? Я горжусь этим. Мне кажется, я продвигаю идеи сионизма, правильного взгляда на Израиль, любви к Израилю, к его культуре, к его правильным, адекватным традициям. Мне здесь стыдиться нечего абсолютно. Я только могу гордиться этим. Я как раз про этих людей имел в виду, которые послушали твой блог про Аку и, переехав в Израиль, переехав в Аку, не получили то, что они хотели получить. Но это их ответственность, не моя. Я не собираюсь брать ответственность за их судьбу. Это глупо. Я всегда в своих видео говорил: ребята, вы можете переехать куда вы хотите. Но самое страшное, что вы можете сделать, это, переехав куда-то, сказав, что вы туда переехали, потому что вам сказал об этом Виталик. Но это звучит даже глупо. Ну, я говорю: ребята, не говорите даже этого. Но это странно, вы себя просто позорите такими репликами, что вы, взрослые люди, совершили, возможно, самый важный поступок в своей жизни для своей семьи, потому что вы послушали Виталика и Заку. Ну, это очень странно. Это максимально странно вообще так перекладывать ответственность на другого человека. Ну, это, мне кажется, тут, мне абсолютно честно, мне жалко, что люди так себя чувствуют. Ну, как жалко? Лицемерить не буду, наверное, не сильно жалко, это их выбор, я не несу ответственности за их выбор, но в целом это странно. Да, мне бы хотелось, чтобы те люди, которые меня слушают, это так же самое, как и я пишу в Телеграм, мне хотелось бы, чтобы люди, которые у меня есть в Телеграм-канале, я для них пишу, и они все ставили сердечки. Мне лично, Виталику, хотелось бы, чтобы они ставили сердечки. Но они не ставят сердечки. И это окей, нормально, я это принимаю, я с этим живу. Я не говорю: знаете, вы у меня там 19 тысяч подписчиков у вас, давайте, кто не поставит сердечко, типа, выходите, не надо вы мне в аудитории. Мне люди подумали бы: Виталик, ты какой-то, наверное, неадекватный. 100%. Я не несу ответственности за выбор людей. Я делюсь информацией. Есть люди, есть видео на YouTube, где Аку говорят, что это жуткий арабский город и еще что-то, грязный, и пятое, и десятое, и каждый, это ж не то, что, знаешь, на каждый товар есть свой покупатель, не то, что я там единственный источник единственной информации. Поэтому я абсолютно никакой в этом смысле ответственности не принимаю на себя. Я считаю, что человек сам несет ответственность за себя. Я лишь стараюсь по-своему помочь ему, подсказать, показать какие-то вещи положительные, позитивные, не всегда позитивные, так как я это вижу. Человек, который хочет услышать, он услышит. Человек, который захочет приехать и сказать, что Виталик виноват в том, что я оказался в Аку, он это скажет, даже если он в Аку не живет. Это очень, мне кажется, понятно. Может быть, сейчас, после этого видео, люди будут ставить лайки под всеми постами. Да мне это не сильно важно. Я эти посты пишу для себя, а не для людей. Мне кажется, вообще делать что-то, особенно социальное, нужно начинать это делать для себя. Если ты это не делаешь для себя, для своего сердца, для своей души, для своего мировоззрения, по своему собственному желанию, то это ничего не стоит на самом деле. Если это ты делаешь для галочки, для кого-то, чтобы перед кем-то выслужиться или кому-то что-то доказать, или кого-то в чем-то убедить, то это самообман. Я таким заниматься не хочу. И я хочу делать то, что я делаю, в первую очередь для себя. Писать посты для себя. Я напишу пост не для кого-то, а для себя напишу. Если он кому-то понравится, если кто-то посчитает, что он правильный и в нем есть хорошие полезные мысли для него, он его там прочитает или лайк поставит или что. Но
я как-то уже давным-давно перешагнул вот это, знаешь, какое-то достигательство в этом смысле. Оно меня не интересует. Какие, по твоему мнению, самые важные социальные проблемы русскоязычного общества в Израиле? Наверное, то, что мы не склонны к консолидации, не склонны объединяться. У нас у всех негативный пример взаимного недоверия к себе подобным в стране исхода. Мы в целом не хотим верить русскоязычным людям, склонны им верить меньше всего. У нас такое тяжелое наследие историческое, контекст такой. И поэтому нам сложно консолидироваться. А из-за того, что нам сложно консолидироваться, и я не говорю конкретно даже какие-то сейчас по пунктам перечислять, отстаивать какие-то, да, наши интересы, но в целом хотя бы сформировать какой-то, попытаться список наших интересов мы не в состоянии, как общество, потому что огромное количество русскоязычных вообще себя не хотят причислять к русскоязычным израильтянам, хотя ими являются. Это вообще какой-то парадокс интересный, психологический феномен. Люди, являясь русскоязычными израильтянами, в быту, говоря на русском языке, при этом потребляя в большей степени культурно-информационно русскоязычный продукт, не хотят себя ассоциировать с русскоязычными израильтянами и как-то вместе что-то делать, да. Это вообще интересный момент, его стоит изучать всяким, мне кажется, людям, ученым. Мы не способны согласоваться, и из-за этого, естественно, наша власть в целом, она не рассматривает наши потребности, наши желания, наши потенциальные желания, может быть, о которых мы даже не знаем, но они у нас есть, как важные. И это ответ на твой вопрос. Если бы мы были бы больше консолидированы как община, никто не, то есть почему-то эфиопы, израильтяне, они, не против, когда их называют общиной, да, вот эфиопская община есть, там диаспора, есть там диаспора религиозная, есть там такая, есть такая. Мы как будто бы тоже, сколько, 1,5-2 миллиона русскоязычных. Понятно, не все могут голосовать как один. Это и не нужно, на самом деле. И я не говорю за кого, ни в коем случае. Но в целом, а может быть сейчас и не за кого, на самом деле, не появилось еще за кого голосовать. Но в целом, наверное, из-за этого и не появилось, и не появляется, потому что нас не рассматривают как фактор. Если бы мы были фактором, а мы по цифрам могли бы быть фактором, то, я думаю, многие вопросы, из которых мы с тобой обсуждали, их бы не было, этих вопросов, или они были бы совершенно на другом уровне. Я сейчас не говорю о том, что нужно там какую-то русскоязычную повестку толкать, сохранять там русскую культуру. Я не об этом. Я просто говорю о данности, о факте, о цифрах. Нас много русскоязычных с разных стран. Мы друг друга понимаем лучше, чем местные, потому что мы говорим, думаем на одном языке. Это логика элементарная. Но мы не хотим делать что-то вместе. То есть главная проблема — это разобщенность общества. Я думаю, что чтобы сейчас не делать какое-то нам с тобой исследование глубокое, то давай пусть будет вот такой ответ. Мне кажется, он тоже имеет место быть, он важный. Но я понимаю, что эта мысль, она совершенно не консолидирующая, к сожалению. То есть у нас даже нет мысли о том, что, а может нам все-таки как-то вот подумать о том, чтобы что-то вместе, там, для своих интересов, для того-сего, для интеграции. Каждый, кто прошел интеграцию, вот давай так честно, ты мне задавал вопросы про интеграцию, про репатриацию. Но людям, которые прошли ее, этот вопрос вообще не интересен. То есть эта часть разговора, она исключительно для тех, кто собирается в Израиль, так или иначе. Кто думает о том, чтобы приехать, потому что их это волнует. Нас, которые это уже прошли, каждый в свое время, это уже не интересует. Нас интересует, потому что
У нас каналы, аудитория, в целом это важный вопрос, такой социально значимый. Мы его обсуждаем. Но для местных это по большому счету вообще без разницы. Для местных, я имею в виду русскоязычных. Расскажи свое мнение о мусорной проблеме Израиля. Как, по-твоему, с ней нужно бороться? Или для тебя вообще есть такая проблема? Ты видишь? Или... Конечно, конечно. Я ее постоянно освещаю. Первая из моих социальных инициатив в городе Ако была это зеленый Ако. Мы ходили, убирали набережные с волонтерами. Вот. И в целом, да, я считаю, экология в Израиле подходит к критической ситуации, к сожалению. Это ужасно. Это, я думаю, что главная причина, одна из, это неконтролируемая продажа и обиход пластика. Это, наверное, первое, что я бы законодательно бы изменил. Я бы отменил бы все пакеты целлофановые, тары бы, повысил бы стоимость возврата пластиковой тары в магазины и в центры переработки. Это первые шаги, которые бы я предпринял для того... и ограничил бы продажу одноразовой посуды и повысил бы и стоимость ее в разы. Мне кажется, вот эти несколько шагов общество бы спокойно бы пережило бы эти все моменты. Они не критичные для населения совершенно, но они в среднесрочной перспективе они бы сильно отразились на нашей экономике. На нашей экологии и экономике в том числе. Но тут не только проблема с пластиком. Тут проблема с людьми, которые просто бросают там, или не убирают за своими животными. Не, ну им, ну давай не убирают за животными, мы это отложим в отдельную часть вопроса, потому что все-таки отходы жизнедеятельности животного, они природой усваиваются, да, условно. Да, это некрасиво, это неприятно, это плохо пахнет, но это не кулек целлофановой полной одноразовой посуды, который выкидывают в каком-то лесу, да, там в посадку. На пляже. Который там будет на пляже, да, который там будет лежать десятилетиями, разлагаться. В море просто уплывет. Да, да. Поэтому пластик, на мой взгляд, это главное. Обиход пластика. С людьми, опять, люди кидают почему? Потому что им есть что кинуть. Ну, им есть что кинуть. Они думают, ага, я могу купить за 10 шекелей там 20 тарелок, они мне ничего не стоят, я могу их кинуть. Я могу кинуть кулек, я могу кинуть то. Когда будет меньше этого в руках у людей, меньше будут кидать. Меньше это будет разлетаться, меньше будет загрязнять. Опять, я не специалист в этом вопросе. Я лишь делюсь своими наблюдениями. И понятно, что вся эта компания, это не просто, знаешь, мы молча берем и убираем пакеты с магазинов. Или там молча берем и повышаем стоимость посуды и так далее. Это должно быть не молча, то есть это должно сопровождаться масштабной информационной кампанией со стороны государства. Она есть, эта кампания, но опять-таки, она есть для галочки. То, о чем мы тоже говорили. Есть определенный маленький бюджет, его нужно повесить, по стране там повесить там 20 билбордов условно, сделать там 2 ролика в неделю на там центральных каналах, деньги потрачены, галочка стоит, мы боремся за чистоту. Дает ли это эффект? 0, эфес, да, минус и хат. То есть я бы, понятное дело, это должно сопровождаться массовой кампанией по всем городам. Это должно быть целое движение. Тогда это произведет эффект. Ну и плюс те реформы, которые я сказал, там, с пластиком. Тогда достаточно быстро страна может очиститься. Достаточно быстро. То есть не нужно десятилетия на то, чтобы там очистить. Да, у нас есть очень много общественных организаций, есть очень много волонтеров, которые убирают природу, убирают заповедные части, там, пляжи и прочее. Они будут продолжать это делать, спасибо им большое, честь и хвала. Только государство должно помочь, чтобы это не появлялось все больше и больше. Почему критиковать Израиль и систему плохо, и почему среди русскоязычного сообщества любая критика воспринимается в штыки? Не совсем так, я не согласен. Посмотри Facebook,
Посмотри телеграм-каналы основные русскоязычные. Я думаю, что там 80% постов это о проблемах, если не 90. Когда кто-то критикует Израиль, сразу набегает очень много людей, которые прожили здесь 30 лет, они это пишут. Я прожил здесь 30 лет, и это все не так, это все обман, вы говорите неправду. Почему это происходит? Ну, такие люди есть, но, ну, потому что то, о чем мы говорили, потому что создаются в обществе нарративы среди политиков, в том числе. Политики, они формируют общественное мнение. Ну, новости, а новости у нас политизированы все. Я не знаю ни одно независимое полностью какое-то издание, да, или какой-то канал. Все какие-то издания, сайты, какие-то каналы, они так или иначе аффилированы с какими-то политическими силами, которые их содержат или которые работают в интересах этих сил. Они разделяют людей по такому вот принципу, они сегрегируют людей, они делят их на слои вот так вот. И эти люди в этих своих информационных пузырях живут, они видят картину так. То есть этот человек, который прибегает в комментарии, он же так думает реально. Он же не получил задание там свыше. Он так реально думает. Ну, то есть это его позиция. Так же само, как и позиция людей, которые критикуют, говорят, пишут всякое такое. Ну, поэтому я не вижу в этом проблемы. Тут как бы нормально, что есть свобода мнений в какой-то степени, но мне не нравится радикализация, то, о чем я сказал вот с самого начала. Мне не нравится, что если ты говоришь, что ты против премьер-министра, то ты все чуть ли не иранский шпион. Я с этим не просто не согласен, я считаю это абсурдно вообще такие вещи говорить. И в целом, такие эпитеты в повестке: предатель, иранский шпион, ну, я эту эпоху не застал, да, лично. Я думаю, ты понимаешь, о какой эпохе я говорю, но очень сильно напоминает, какой-то душок веет вот этим. Именно вот этим маразмом. Не тем, что там было, возможно, хорошо, а вот именно тем, что там было точно плохо, и все это помнят и знают, что... И сейчас то же самое, да, что если ты не с нами, то ты против нас. Если ты не за нашего лидера, то ты предатель, то ты изменник, то ты пятая колонна, то ты левак, то ты правак, то ты радикал, то ты харидим, то ты бездельник. Ну, это то, о чем я сказал. Вот это мне больше всего не нравится в Израиле. Я стараюсь людей консолидировать. Я вот вчера написал пост про шаббат, про пророка Даниила, про пуримную историю. Мне кажется, вот такой контент нужен людям. Такой израильско-центричный, еврейский, который возвращает нас к нашей истории еврейской, израильской, к нашим корням, дает посмотреть на современность глазами того, через что прошел наш народ, а наш народ один из самых древнейших в мире, самой богатой историей, самой яркой историей. Поэтому вот это важно для меня. А кто-то скажет, что я чепуху говорю, и нужно там срачи устраивать в комментариях. Это тоже я принимаю, в принципе. Что я могу сделать? Расскажи свое мнение о массовой миграции израильтян на фоне войны и роста цен. Это адекватно. Ну, а как могло быть иначе? Я не могу сказать, не знаю, насколько это прямо массово. Это тоже спорный вопрос. Но то, что такая тенденция есть, и я знаю даже в своем кругу людей, которые думают в том числе об этом. Да, но это абсолютно, мне кажется, а как тут можно комментировать? Это тенденция. В стране, где есть война, горячая фаза у нас была очень длинная. Год с Ливаном, Ираном, непонятно что, Газа, естественно, 7 октября, пандемия, то, что правительство не занимается экономикой нормально, то, что нет общественного консенсуса. Это все факторы, которые, естественно, людей подталкивают к этим мыслям. Это абсолютно, ну, а как могло быть иначе? Какие люди уезжают из Израиля? Есть стереотип, что покидают Израиль только неудачники.
Расскажи свое мнение. Я вообще в этом вопросе максимально лояльный стал за последние года. Уезжает тот, кто хочет. У нас страна, слава богу, не тюрьма. Человек захотел, уехал. Человек захотел, приехал. Я вообще как-то давать этим людям характеристику не вправе. Называть их умными, глупыми, плохими, хорошими. Это вообще не наше дело, мне кажется. Кто захотел, тот уехал. Если он так посчитал нужным для себя, для своей жизни, для своей семьи, это его право, его выбор. Если он посчитает правильным для себя вернуться в Израиль в будущем, или его дети, или он поймет, что он сделал ошибку, что он уехал, он вернется. Как мы можем говорить, давать оценку людям? Это нас, во-первых, не касается. Каждая ситуация, при которой человек принимает то или иное решение, она очень индивидуальна. У кого-то реально могут быть обстоятельства. Кто-то перегорел, выгорел ментально, душевно, он уже не может всего это выносить. Я знаю людей, которые безумно любят Израиль, просто безумно, до дрожи любят Израиль, обожают его, боготворят. Никогда слова плохого о нем не напишут, не скажут, но только слышат сирену, любую, им становится плохо, и они хотят уехать. Для них это стресс. Мы все живем в стрессе последние года, так или иначе. Люди иногда принимают решения в стрессовых ситуациях, правильные, неправильные, но не нам их судить точно. Давай поговорим про арабо-израильский конфликт и про безопасность жизни в Израиле. Давай. Расскажи, где ты был 7 октября и что почувствовал тогда? Я был дома. Я помню, что в эту ночь я очень поздно общался со своим другом. Мы играли в какую-то игру допоздна. Я проснулся часов в 10-11 утра. Открыл Телеграм и не поверил в то, что это вообще, что это происходит. Мне показалось, первые реакции мои, они были неадекватные совершенно. Я думал, что это... Я просто помню, ну, не было понятно в тот момент еще масштабов трагедии. Масштабов трагедии, ну, простым людям не было понятно масштабов трагедии. Когда об этом говорят первые лица государства, недавно проговорились на интервью, что они сидели до 10 часов и не понимали масштабов трагедии, вот это у меня вызывает вопросы. То, что я не понимал масштабов трагедии в 10 утра 7 октября, мне кажется, мы все не сильно понимали, что происходит. Потому что за последние несколько лет то там исламский, то еще кто-то, я помню, обстреливал, там по 500 ракет даже были залпы. Такие массовые по Тель-Авиву, которые вирусились, видео эти. И я думал, что это что-то такое, что-то подобное. Я думал, что это, ну, это какая-то вспышка, день-два, и все. Но с каждым часом, с каждой минутой становилось понятно, что это горе, это трагедия настоящая. И это было горе. Я в какой-то момент даже заплакал. Как вот заплакал 24 февраля, просто от бессилия. Так само и вот 7 октября от бессилия в какой-то момент чувства взяли верх. Этот кошмар. И да, это очень сильно ранило. Это было сложно было представить себе, что за такой короткий период с разницей в год я переживу две такие трагедии. Трагедию войны в Украине и трагедию здесь, дома, в Израиле. И таких людей много, как я знаю. Многие израильтяне, кстати, ну как, не хочу обобщать, не многие, я знаю просто людей, израильтян, которые не украинцы, не русские, да, давно, уже много лет. И они не сильно понимали наши чувства, когда началась война в Украине. Думали, ну, люди, которые... Я их, в принципе, понимаю, они не сильно вникают, это им не сильно интересно, они не сильно там понимают, да, что, чего. Они даже не знают, где это находится, многие. Ну, может быть, знают, но не верят в то, что где-то информация, вот. А когда это произошло в Израиле, здесь у нас такая трагедия, то я потом слышал от людей, даже в личных беседах, что мы поняли, что вы чувствовали в тот день, ну, вот на протяжении этого года. То есть это боль, к сожалению, боль синхронизировалась. И страх, и отчаяние. Поэтому да, это было ужасно. Это был ужасный день. Это трагедия на все времена для
Израиля. Как ты пережил этот, в какой момент тебя это начало отпускать? Пережил я это тем, что в работу тогда включился. Как-то работа, она вот в мэрии, вот это такая подготовка, мы начали убирать эти бомбоубежища, ходить по городу, восстанавливать, собирать волонтеров, такую движуху какую-то. Это в основном вот вернуло, да, к жизни, активность такая. Расскажи, как осложнилась жизнь на севере страны после начала войны. Ну, первый год были обстрелы единичные со стороны Ливана, а потом вот год назад, в сентябре, где-то в конце августа, в сентябре началась полномасштабная здесь война, обстрелы, которые закончились тем, что Израиль вошел на юг Ливана, провел операцию, и активная фаза боевых действий длилась несколько месяцев, 3 месяца, до конца года почти, до вот в конце ноября вроде бы подписали мирное соглашение, насколько я помню. Год назад примерно. Я имею в виду, когда всех переселили, ну не всех, большинство переселили. Ну, когда была на эвакуация с Кириат-Шмоны, с Шломи, других приграничных поселений, обстрелы были постоянные, большие залпы, бегали в бомбоубежище. Тревога была сумасшедшая у всех людей здесь. Ничего хорошего не могу сказать. Это точно всех людей сделало другими ранеными. И кто говорит, что он это хорошо переносит, он обманывает себя. Он просто не понимает, насколько сильно это его на самом деле приносило ему дискомфорт и боль. Я могу только так сказать. Это бесследно ни для кого не проходит. Ни для взрослого человека, ни для маленького, ни для подростка, ни для ребенка. На всех это влияет негативно. Просто эта степень негатива разная. Для кого-то это жесткая депрессия, стресс, страх, там, панические атаки. Для кого-то это что-то внутри такое, но которое тоже болит, так или иначе. Ну, ты бывал в местах, откуда переселяли людей? Насколько сильны там разрушения? Я был в начале я был после 7 октября в Кириат-Шмоне, записывал там интервью с Алексом Кушнером. И, в принципе, ну, я не был в самом городе, я только слышал, да, о каких-то таких моментах, но я не видел своими глазами, поэтому не могу сказать, что это там сильно меня прямо впечатлило, потому что я этого не видел. Я видел так же само, как и все остальные видео на ютубе разные, поэтому вот так. Когда, по твоему мнению, закончится война? Ну, как будто бы она закончилась, нет? Нам же объявили, что мы победили недавно. Говорят, перемирие. Сложно сказать. Я в целом, конечно, против войны, 100%. Я против того, чтобы война продолжалась. Я за то, чтобы использовать наши мозги, еврейские, самые лучшие в мире мозги, наше влияние в мире, самого лояльного президента США, который был когда-либо в истории лояльного Израиля, использовать для того, чтобы как-то дипломатией, принуждением, хитростью, мудростью добиться всех нужных нам результатов. Я понимаю, что это утопическая мысль, что это невозможно в полной степени, что так или иначе Израиль будет вынужден воевать. Но я приехал в 2013 году, и, слава богу, был какой-то период такой, ну, с редкими маленькими вспышками, да, там обстрелов из Газы в том числе, длиною почти там сколько лет, 8-9 лет тишины, когда как раз наша страна развивалась. И мы не думали о том, что у нас могут отменить какие-то рейсы, мы не думали о том, что людей могут вот так вот вызвать в Милуим на 300, на 400 дней. Поэтому я, конечно, хочу, чтобы эти времена вернулись к нам, чтобы они вернулись в жизни нашей страны, чтобы резервисты получили наконец-то возможность вернуться в свои семьи, в свою жизнь, вернулись живыми те люди, которые... Государство позаботилось об этих людях, об их эмоциональном, психологическом здоровье, физическом здоровье. Вот чего я хочу. Когда это будет в полной степени, надеюсь, что мы входим в этот этап сейчас. Я надеюсь, что
То, что у нас горело и пылало последние почти 3 года, оно вот сейчас на финишной прямой. И совсем скоро мы сможем к какой-то рутине вернуться полноценной безмятежности. Потому что меня иногда люди критикуют за такую позицию, что говорят, вот, ты не понимаешь, ты обесцениваешь, ты то, ты сё. Я говорю, задача армии, и это говорят военные, это мне говорила в интервью пресс-секретарь Цахала на русском языке, Уколова Анна. Она говорит, задача армии, чтобы мирные люди жили в мире, чтобы они не чувствовали тягот боевых действий, войны и военного напряжения. Это задача армии номер один. Для этого армия существует. Да, существуют моменты, когда мы как народ объединяемся, нас объединяет горе, война, вызовы, мы это делаем, мы становимся плечом к плечу, мы выполняем указания службы тыла, мы бережем свою безопасность, окружающих нас людей, мы как можем участвуем в том, чтобы помочь армии, помочь стране, но задача армии в целом и государства, чтобы мы, мирные люди, не жили в военное время, не жили, ощущая на себе последствия, тяготы войны. Мне кажется, это очевидно должно быть для людей, и мы все должны к этому стремиться. Это не значит, что мы должны быть абстрагированы от тех, кто служит, ни в коем случае. Но война должна закончиться, и люди должны вернуться домой живыми, здоровыми, и о них должны позаботиться. Потому что когда я читаю, что сколько было попыток со стороны тех, кто служил все эти года, самые страшные года в армии, сколько попыток среди этих ребят покончить жизнь с самоубийством, это меня реально волнует. Это то, где государство должно брать инициативу в свои руки и бороться за каждого такого человека, который прошел этот ад для нас всех. Но государство этого не делает. Мы можем сказать, что оно делает или что оно не делает. От этого ничего не изменит. Ну, не в должной мере, как бы. Ну, мы не знаем, в какой мере делает. Наверное, не в должной. Если есть статистика, да, ну, как бы логически думаем, да, если есть статистика, которая говорит о том, что столько-то людей совершает попытки, а столько-то людей, к сожалению, покончило жизнь, то понятно, что не все идеально. С другой стороны, государство еще не сталкивалось с такой ситуацией. Или очень давно, много лет, как Израиль так долго не воевал и не сталкивалось с такой ситуацией. Тоже меняется время, формы и требования. Это тоже нужно учитывать. Как по-твоему, возможно ли мирное существование с нашими соседями? Конечно. Любая война заканчивается миром. Столетняя война между Францией и Англией шла даже больше 100 лет. Теперь между ними туннель Ла-Манш, и они ездят друг к другу на отдых, они ездят друг к другу на каникулы. И ты можешь себе представить, чтобы Франция и Англия воевали? Я нет. Поэтому и там тоже был религиозный подтекст, и политический подтекст, и прочее. Мы не будем вдаваться сейчас в историю, да, сильно вдаваться не будем в историю, но в целом, когда люди поняли, что им выгоднее с друг другом жить, чем друг друга убивать, а все средние века в Европе постоянно кто-то с кем-то воевал, кто-то кого-то пытался убить, захватить, отомстить, еще что-то. И в данном случае Европа показывает хороший пример в этом. Не во всем Европа показывает хороший пример, но в этом смысле Европа нам дает надежду. Я верю в то, что конфликт конечен. И, может, мы даже застанем это все своими глазами. Чувствуешь ли ты себя в безопасности в Израиле? Да, абсолютно. В заключение дай пару советов от себя новым репатриантам и людям, которые еще думают, стоит ли им репатриироваться. Если вы думаете, стоит ли вам репатриироваться, вам не стоит репатриироваться. Если вы считаете, что вам нужно репатриироваться, именно вот вы приняли решение, что нужно, то не ждите, репатриируйтесь. Если у вас есть сомнения, то сомнение — это очень прорастающее зерно. Оно очень сильно понижает шансы на то, что вы здесь будете чувствовать себя хорошо, если вы приезжаете с сомнениями. Да, есть вероятность, что все будет хорошо, но сомнение — это такая инфекция, которая очень сильно быстро распространяется в нашем сознании. Или
Вы можете сознательно сказать для себя, что я тоже считаю адекватным, что вы идите попробовать. Просто сказать себе честно. Потому что в целом есть такая стигма в обществе, что если ты приехал с целью уехать или без цели жить, то ты тоже предатель. Нам такие не нужны, израильтяне, которые приехали здесь взять корзину и уехать. Я к этому нормально отношусь. Если эти люди не нарушают никакой закон, они не нарушают никакой закон. Никто не имеет права им предъявлять претензии. Они приехали, они попробовали. Им понравилось, они остались. Или они приехали попробовать и решили вернуться. Это тоже абсолютно нормально. Это право человека. Он своим правом, своим решением не входит ни в мою жизнь, ни в твою жизнь, ни в чью-то либо жизнь. Поэтому пока человек не нарушает закон, и у него есть возможность попробовать, он может попробовать, если он так решил для себя. Я знаю людей, которые приехали попробовать и остались здесь навсегда. А знаю людей, которые говорили, что они приехали сюда навсегда и уехали через 2 месяца. Поэтому, наверное, так. Пробуйте, если хотите. Если есть сомнения, наверное, не стоит. Спасибо тебе, Виталий, что пришел ко мне на канал и рассказал, ответил на все вопросы. Пожалуйста, спасибо тебе. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка.